Дальше мы с вами будем вязать голову. Делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. 1, 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер и вяжем первый прибавочный ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И у нас с вами получится 12 столбиков. В первую петельку провязываем 2 столбика. Это у нас первая прибавка. Во второй ряд. В этом ряду мы с вами делаем прибавку через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Провязываем столбик. В следующую петельку делаем прибавку. Опять провязываем столбик. Третий ряд. Прибавку делаем через 2 столбика. Провязываем 2 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 24. Четвертый ряд. В этом ряду прибавку делаем через 3 столбика. Провязываем 3 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 30 столбиков. Пятый ряд. В этом ряду мы прибавку делаем через 4 столбика. Провязываем 4 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 36 столбиков. Следующие 3 ряда вы будете вязать самостоятельно. Шестой ряд мы делаем прибавки через 5 столбиков. Седьмой ряд прибавку делаем через 6 столбиков. И 8 ряд прибавку делаем через 7 столбиков. И у нас с вами по кругу должно получиться 54 столбика. Мы с вами сделали прибавки. У нас по кругу 54 столбика. И следующие 12 рядов мы вяжем без изменения по 54 столбика. Провязали мы с вами 12 рядов. Следующий у нас 21 ряд. Провязываем 12 столбиков. 12. Провязали 12 столбиков. Дальше нам нужно будет сделать 10 прибавок. Прибавку мы будем делать через 2 столбика. Провязываете 2 столбика и делаете прибавку. Так нужно будет сделать 10 прибавок. 10. Сделали мы 10 прибавок. Прибавку делали через 2 столбика. И довязываем теперь до конца ряда оставшиеся 12 столбиков. Мы с вами сделали 10 прибавок. У нас по кругу 64 столбика. И следующие 3 ряда мы вяжем без изменения по 64 столбика. Провязали мы с вами 3 ряда. Вяжем следующий 25 ряд. В этом ряду у нас с вами 4 убавки. Убавку мы будем делать через 14 столбиков. Провязывайте 14 столбиков первую убавку, еще 14 столбиков вторую, 14 столбиков третью, 14 столбиков четвертую убавку. И у нас с вами получится 60 столбиков. 26 ряд. В этом ряду у нас с вами 10 убавок. Убавку мы будем делать через 4 столбика. Провязывайте 4 столбика и делайте убавку. У нас 10 убавок и по окончанию ряда 50 столбиков. 27 ряд. Убавки делаем через 3 столбика. Провязываем 3 столбика и делаем убавку. У нас 10 убавок и по окончанию ряда 40 столбиков. 28 ряд. Вяжем без изменения 40 столбиков. 29 ряд. В этом ряду у нас с вами 10 убавок. Убавку мы будем делать через 2 столбика. Провязываете 2 столбика и делаете убавку. У нас 10 убавок и по окончанию ряда 30 столбиков. 30 ряд. В этом ряду у нас с вами 6 убавок. Убавку мы будем делать через 3 столбика. Провязываете 3 столбика и делаете убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 24 столбика. Теперь мы голову набьем наполнителем. Плотность набивки средняя и равномерно распределяйте наполнитель по голове. Голову мы с вами набили. У нас остался последний ряд. В этом ряду у нас с вами 6 убавок. Убавку мы будем делать через 2 столбика. Провязываете 2 столбика и делаете убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 18 столбиков.
Когда провяжете ряд, еще добавьте наполнитель. Довязали ряд до конца. Делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, оставляем для пришивания головы. Маркер мы пока извлекать не будем, чтобы знать, где у нас передняя часть головы, где тыльная часть. Вот такая у нас голова получилась. Нам с вами осталось связать еще ушки. Делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. 6. Колечко затягиваем. Провязываем первый ряд. У нас здесь 6 столбиков, и мы провязываем первый ряд 6 столбиков. Раз, 6. Провязали 6 столбиков. Второй ряд. В этом ряду у нас с вами 3 прибавки. Прибавку делаем через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. И у нас получится 9 столбиков. Третий ряд. Вяжем без изменения 9 столбиков. Провязали ряд. Делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, оставляем для пришивания. Колечко амигуруми еще хорошо подтянем и эту ниточку обрежем. Вот такое одно ушко мы с вами связали. Маленькое получилось. Второе вяжите самостоятельно. Голова у нас с вами связана. Сейчас мы сделаем утяжки для глаз. Вот этот вот ряд, где мы с вами делали прибавки, через 2 столбика. Его хорошо видно. От этого ряда мы отступаем 1 ряд. Давайте приблизительно вот наметим, где у нас глазки будут. Так, отступаем 1 ряд. Давайте поставим маркер. Маркер, иголочку. Отступим 3 столбика. 1, 2, 3. Ставим вторую иголочку. Так, теперь от первой иголочки, которую мы ставили, отступаем 6 столбиков. 1, 2, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим иголочку на второй маркер. И здесь также 3 столбика. 1, 2, 3. Вот в этих местах мы сейчас с вами сделаем утяжку. Берем большую иголку, ниточку. Иголку заводим снизу. Хвостик оставляем. Вставляем во вторую. Иголку тоже убираем. Подтягиваем и еще раз. Опять сюда же вставляем иголочку и выводим вниз. И аккуратненько подтягиваем. Сильно подтягивать не нужно. Маленечко, чтобы у нас вот здесь вот образовались щечки. И также с другой стороны. Также вводим, сейчас вот эту ниточку уберу. И выводим вниз. Ой, иголочка улетела. И также второй раз.
Подтягиваете, чтобы одинаково было с обоих сторон глазки. Утяжечка. Все, завязываем на узелок и ниточку прячем вовнутрь. Утяжку мы на глазки сделали. Теперь нам нужно будет сделать сами глазки. Глазки у нас диаметром 1,5 сантиметра. Вначале мы вырежем белок. Для этого сначала нужно будет вырезать шаблончик для белка. Я вам сейчас покажу, как должно лежать. Так, положили мы зрачок на белок. Сверху зрачок полностью закрыл белок. Расстояние внизу я сейчас вам скажу. У меня получилось 1,7 сантиметра. И уже вот по этому шаблончику из фетра мы вырезаем сами белки. Когда вырежете белки, нужно будет приклеить зрачки к белкам. Берем клей и вот так приклеиваем. Белок к зрачку мы с вами приклеили. И теперь клеим реснички. У меня вот такие реснички. Они уже на клею. Можно дополнительно, если хотите, нанести клей, если у вас другие реснички. Прикладываем сверху. Длину ресничек определяйте сами. Может, вы хотите, чтобы они были подлиннее. Ну, я где-то вот так вот их обрежу. Давайте я чуть-чуть поменьше обрежу, а потом посмотрим. Плохо отрезаются. Берем. То можно приложить и посмотреть. Я вот еще потом дополнительно клеем подклею реснички. Просто сейчас визуально приложим. Ну, вот такие глазки. Смотрите, можно покороче чуть-чуть сделать. Это уже на ваше усмотрение. Клеим реснички на один глаз и на второй. Реснички приклеили. Маркер нам можно извлечь, он нам уже не нужен. Сейчас я вам покажу, как должны глазки лежать. И будем клеить. Вот такие глазки. Берем клей и приклеиваем. Глазки приклеили. Теперь вышьем носик. От наших глазок, оступая вниз, один ряд, второй ряд. И посерединке ставим иголочку. Берем ниточку, большую иголку. И вводим иголочку на один столбик от этой иглы. Как вам показать? Вот у нас получается вот сюда вот. Вот где розовенькая. Так, хвостик здесь оставим, чтобы нам потом завязать и спрятать. И с этой стороны также один столбик сюда. Выводим отсюда иголочку. Эту можно убрать. Затягивать не нужно. И еще раз прошиваем по этому же месту.
Теперь мы выводим иголочку еще на один столбик. Получается, это у нас с одной стороны и с другой стороны. То есть не сюда же, куда мы с вами делали, а через один столбик. И также теперь выводим иголочку, также через один столбик. И дальше теперь нам нужно еще будет сделать 3-4 стежка, чтобы образовался носик. Будем выводить, пока не получится. Ничего не затягиваем. Так, это мы с вами сделали второй стежок. Третий. Чуть-чуть мы сейчас вот вниз. Я думаю, что еще вот маленечко вниз, наверное, надо будет стежок сделать. Уже не поверху, а давайте вниз. А вообще вы смотрите сами. Я вот еще, наверное, по низу пущу. Здесь у меня сильно подтянулось, сильно затянуло, можно маленько. Ну, я думаю, достаточно. Если хотите, можно, если хотите побольше носик, можно еще один стежок сделать. Все, иголочку мы, нитку мы обрезаем и прячем вовнутрь. Теперь мы с вами вышьем ротик. От носика отступаем 2 ряда. И по одному столбику вправо и влево ориентируемся на носик. Берем иголочку и нитку розового цвета. Заводим иголочку снизу. Хвостик оставляем. И выводим вниз теперь. Опять заводим иголочку снизу в это же отверстие. И выводим вниз. И прошьем еще раз и подтянем. Так, между вот этими нашими губками. Сейчас еще. И выводим также вниз. Здесь можно взять иголочку и все аккуратненько разровнять, подтянуть. Губки. Завязываем на узелок розовую ниточку и прячем вовнутрь.
Губки мы с вами сделали, ротик. И нужно будет еще пришить ушки. Прикладываем с одной и с другой стороны ушки. Где-то на уровне глаз. Берем иголочку, ниточку и пришиваем. Ушки мы с вами пришили. И нам еще осталось сделать волосы. В зависимости от того, какой длины вы хотите сделать волосы, значит, такой длины и нарезаете ниточки. И также цвет волос это по вашему выбору. Я взяла белую нитку. У меня длина 30 сантиметров. Я буду делать длинные волосы. Если что, их можно будет подрезать. Начнем мы подсоединять, нарезаете длину волос. Еще смотрите, если вы будете делать длину волос одной длины, значит каждый ряд мы будем подсоединять ниточку по рядам через 2 ряда. Значит каждый ряд вы ниточку удлиняете, чтобы она была одной длины. Потому что если вы сделаете все одинаковой длины, у вас получится лесенкой. Может, вы сделаете лесенкой. Это также на ваше усмотрение. Сейчас я вам покажу, как мы будем подсоединять. Начнем мы подсоединять. И количество ниточек я вам сказать не могу, потому что ушки вы пришивали, и может где-то ближе, может дальше. Это вы будете вычислять сами. Ниточку мы будем с вами подсоединять через 2 столбика. Вот первый ряд от ушка отступаете 1-2 ряда, и прямо как раз вот посередине ушка мы начнем с вами подсоединять. Складываем ниточку пополам ровненько. И просто закрепляем. У меня вот чуть-чуть длиннее, чуть-чуть короче получилось. Одна, я потом подрежу. Опять ровненько складываем. Отступаем 2 столбика. 1, 2. И в третий также. Подсоединяем. И так до следующего ушка. Дальше мы с вами отступаем 2 ряда и посерединке между вот этими 2 ниточками подсоединяем следующую ниточку. Можете пореже сделать, можете почаще, тоже на ваше усмотрение. Давайте мы с вами подсоединим до верха ушка и встретимся. Я вам покажу, что получится. Подсоединила я ниточки вот уже до ушка. Здесь я уже сделала через 1 столбик. И дальше. Так, дальше нам нужно будет еще подсоединить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов я отсчитала. Сейчас поставлю иголочку. Потому что здесь нам нужно будет с передней части лица подсоединить еще. Там мы будем с вами подсоединять по кругу. Здесь тоже давайте отступим 6. Может быть, у вас получится побольше наряд, либо поменьше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или вы сделаете прям пониже еще, либо повыше. Вот я иголочки поставила. И вот до этого ряда. Тут уже нам нужно будет делать через 1 ряд и почаще подсоединять ниточки. Видите, у меня подсоединено через 1 столбик. То есть вот сейчас мы будем подсоединять до сюда. Здесь, с этой стороны, мы дошли до ушка. Теперь нам нужно будет подсоединять уже ближе к лицу. То есть у нас ушки будут закрыты. Еще вот 2 столбика. Вот так вот. То есть нужно будет зайти за ушко. И здесь вот аккуратненько по рядам подсоединить.
Сейчас, значит, мы с вами будем вот это подсоединять. Но вначале вот эту часть, которую мы подсоединили, нам нужно будет ниточки разъединить. Это довольно-таки трудоемкая работа. Берем большую иголочку. Можно вот прямо начать сначала. И потихоньку иголочкой вот так разъединяем ниточки. Если хотите, оставьте так, не разъединяйте. Но если разъединить, прическа получится попышнее. Вот так вот разъединяем. Все, разъединяете ниточки и подсоединяете, как мы с вами посчитали, 6 рядов. А потом будем подсоединять по кругу. Мы с вами дошли до того места, где поставили иголочки. Этот ряд ниточек я тоже разъединила. Дальше мы один ряд пропускаем и будем вязать со следующего ряда. Вот следующий ряд. Здесь мы с вами будем уже подсоединять ниточки по кругу. Где у нас лицо, здесь мы нитки подсоединяем в каждую петельку. Вот этот вот ряд первый. А с тыльной стороны и сзади подсоединяем через одну петельку. И дальше по кругу подсоединяете нитки. Подсоединяете в каждый ряд через одну петельку. На макушечке нужно будет подсоединить в каждую петельку, чтобы у нас не было видно головы, закрыто все пространство. Вот мы с вами сделали волосы. По длине потом можно будет их подровнять. Можно покороче сделать, можно будет просто подровнять. Я еще вышила бровки коричневым цветом. И сейчас мы будем соединять голову и туловище. Нам нужен будет каркас. Я взяла вот такую проволоку по длине где-то сантиметров 20. Мы сгибаем с одной стороны. Поджимаем и с другой стороны. Можно взять плоскогубцы, поджать. Берем изоленту и обматываем. Обматываем до конца. Проволоку обмотали. В голове пальчиком сделаем отверстие поглубже, чтобы проволока вошла. Вставляем проволоку в голову. Здесь можно еще добавить наполнитель немножко. И вторую часть проволоки вставляем в туловище. Также, если не вставляется, можно взять либо ручку, либо карандашик, проделать отверстие. И вставляем. Здесь наполнитель. И голову прямо одеваем на шейку. Здесь также, если не хватает наполнителя, можно будет наполнитель добавить. Выравниваем, чтобы головка была ровно. Берем иголочку, ниточку и пришиваем. Нитку мы с вами оставляли для пришивания. Вот такая у нас с вами получилась куколка. Я волосики подровняла. Дальше мы с вами будем вязать для нее одежду. Мы с вами связали куклу. Дальше мы будем ее одевать.
мы с вами свяжем кофточку, брючки и туфельки. Толстую ниточку для одежды не берите. Вяжем мы также крючком 1,75. Куколку мы пока маленечко отодвинем. Мы начнем вязать с вами с кофточки. Закрепляем нитку и набираем цепочку из воздушных петель. Так, набираем 30 воздушных петель. Раз, два.